Hi ladies and hi Zebbles. And baby ladies and baby Zebbles. Hi. Здравствуйте. Здравствуйте. Пришлось перезаписывать. Ну, это я в другое время подрубил стрим, кто будет смотреть записи. Вот. Получилась такая история, что выключили свет, и у меня прервалась трансляция, поэтому я ее удалил. Вы будете видеть уже другую. Вот. Приятного вам просмотра, кто будет в записи смотреть. Вот, а я потихоньку продолжаю. Сегодня будет такое спаянное, но по крайней мере я так хочу. Будет час Atomic Heart и час бокса. Ну, там, конечно, как пойдет, но хотелось бы так. Ну, хорошо, хоть сохранение пробилось. В общем, что получилось? В принципе, не так далеко я прошел, потому что полчаса всего было. Я проник в основной зал, где робот Терешкова проводит меня по комплексу. Тут она, как объяснила, вроде бы 4 этажа. Вот так. Так, сейчас я... Все нормально. Вот, я в предыдущем ролике говорил, но так как он не сохранился, скажу вам еще раз. Это... Если кто знает, как сделать, чтобы в геймпассе не вылетала игра, напишите, пожалуйста. Потому что пока что лучше всего работает то, что выключаешь в процессах Explorer. А ты? Как ты используешь данные тебе нашими создателями орудие? Как примитивное животное, как зверь, чтобы кромсать и расчленять? Так. Но этот стоит тут голый, как ни в чем не бывало. Тебе не стыдно? Выпятил всем на показ свой иридивый уплотнитель. Ты же понимаешь, что он не сам это сделал, верно? Ужас. Ну и бардак. И кто, позвольте спросить, будет все это убирать? Надо срочно вызвать спецтехнику. Они же этот бедлам и устроили. Я сегодня такая забывчивая. Как вам, людям, хорошо. Взяли бритву и сбрили эти отвратительные ужасные усы. А это что? Ты даже не машина. Дуралей! Ты лишь имитация машины. Жалкое подобие. Инструмент. Простите. Один такой в свое время пытался меня... Так, не будем об этом. Но это не космонавт Терешкова. Представлен в различных моделях. Модели, выкрашенные в черный цвет, казались особенно кровожадными. Они убивают людей безобидным лазерным дальномером. Как такое стало возможным? Спешу сообщить, что специализация черных лаборантов определяется информационным пакетом, содержащимся в специальной капсуле со скалярно-кинетическим нейрогелем. Вы можете найти такую капсулу внутри черного лаборанта, если она не разобьется во время боя. Чего? Я вообще ни хрена не понимаю. Ты же помощник Терешкова. Можешь сказать по-человечески. Ой, все, никакого чувства. Привет, Зябблс. Как делишки? Вы наверняка уже знакомы с ремшкафом Элеонора. Привет, Руслан. Ну, потихоньку. Сегодня прибил этого паука птицеёба. Но, к сожалению, именно она при помощи данной капсулы может значительно модернизировать ваше вооружение. Понятно, Терешков Ну, ускоряет. пришлось с утра снежок убрать. Иду, дорогой товарищ. В 6 утра с газификаторов. Сегодня там заправка должна быть.
Так что вчера поработал. Ну и сегодня с утра. Вот, пожалуйста. Свет что-то сегодня вырубали. Ой, а кто хороший мальчик? Кто мой самый любимый, самый нелепый, самый кусачий? Да. Кто тот самый глупый? Кто не нападает на людей, потому что даже в боевом режиме он добрый и хороший, а? Ути, А? моя А? прелесть. Пузика и правда есть. Но за все время один раз на меня он напал. Я на самом деле их не трогаю тоже. Мы на О. месте, дорогой товарищ. Принцип О. административного управления находится на этом стенде. Прошу вас выполнить подключение. Только прошу, майор, будьте нежны. И мне тоже может быть больно. Ой, а что это щелкнуло? Это у меня боевые протезы трещат. Расслабься уже. Есть. Вроде все так. Подключение административных прав прошло успешно. Что дальше? Я открываю дверь в атриум. Вам нужно пройти по этажам комплекса и найти милую Клару. Я буду с вами на связи. Как только вы попадете на этаж, я проведу сканирование в поисках частей дорогой подруги. Сама Клара лежит на нижнем этаже атриума. Соберите ее воедино, прошу вас. В общем, замут какой? Чтобы объявить боевое положение в этом здании, нужно 2 робота Терешкова. Терешковый, вот. У меня только один, она. А другой развалился. Ее надо собрать по частям. Вот так. У вас там как дела? Сегодня постараюсь час Atomic Heart, час бокса. Ну, я, по крайней мере, так хочу. Потому что как получится. Вот это я понимаю, корова. Да, с размахом сделано. За 5 минут все это не осмотришь. Автотрек какой-то. Персонал комплекса ВДНХ. Через 15 минут начнется прием посетителей. Просьба завершить все технические работы и занять Это свои манекен. рабочие места. У вас там что интересного? М? О. Я недавно машину из сервиса забрал. Нужно было кое-что по ходовой сделать. М. На. Привет. Кто это? Владос, привет. Видел мою? Кого? Подписку. А. Ну, не знаю, сегодня ничего не вылетало. Я вот только стримить начал. Тоже на Мио. Так, мне как-то вниз надо спускаться. Тоже на меня. Да не, я так не делаю. Я если подписываюсь на кого-то, то значит это... Подпишись. Я слежу за кем-то. Я просто так не подписываюсь. Ну а что толку? Я подпишусь Очень надо. и никогда не зайду. Ютубу пофиг на циферки того, сколько у тебя подписчиков. Ему главное QTR. То есть Сможешь. кликабельность твоего ролика. Как часто люди Сможешь. кликают на тебя.
Просто. Конечно, просто. Окей, бро. Ну да. Но я советую тебе этим не заниматься. Это не помогает. Подписать я. Потому что я это Натуре делал, ебанулись. это не помогает. Не. А вот это помогает. Только я его разобрать теперь не могу. Основная деталь куда-то улетела. Они не считаются как роботы. Ох ты. Я думал, он меня не собьет. Он, конечно, ездит, но так выглядит вполне себе безобидно. Так, куда этот-то улетел? А, вот. Тут уже какие-то органика пошла. Я хотела умереть сегодня. Ну, у тебя получилось. Я бы на твоем месте попрошайкам Внезапно. сразу бы бан Всё прошло по выписывал. плану? Вчера мы расстались Да ладно? с Колей. Его родители перевели на Сахалин. У Настоящий, меня вообще-то не не то, что часто здесь на так. выставке. Вот первый И человек. он с ними. Сказал, что вместе мы не будем. И я хотела умереть. Ну да. Когда летишь с моста, кажется, исправить можно что угодно. Кроме того, что летишь с моста. Но пока я тут лежала, до меня вдруг дошло. Нет мысли глупее, чем уходить из жизни из-за мальчика. Это даже звучит глупо. Жиза. Соболезную. Я передам экскурсоводу, что нашел тебя. Она волновалась. У меня в армии наподобие ситуации была. Только с пацаном, что она его, видите ли, не дождалась. Нам потом лекцию проводили. Что не надо так делать. Как нам сказал командир роты, ваши девочки еще не выросли даже. Они в детский сад ходят. Не. Не. Так, это мне нужны эти детали к ней. Что такое? О! Бум-бум-бум. О, как он вернулся. От этого увернись. Туц, 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 туц. А, все? Ну ладно. Так, а тут, наверное, эти органика. У меня по одному телеку сегодня, ну погоди, шел, но только по одному почему-то. Так, а это уже что-то новенькое. Что у нее с головой? Добро пожаловать! Приблизьтесь! Да не убоитесь вы моей силы! Спокойно. Чего? Крас, это что, еще один труп? Я всевидица! Всеведица! Некогда я была простым работником архива, но теперь мне подвластно все. Я могу все, вижу все, знаю все. Я и есть все. Ясно. Ну, повезло так повезло. Крас, у этой вообще банку оторвало, походу. Что такое?
Скепсис? Вы, Сергей Алексеевич, лучше бы Виктора Петрова ловили. Они сомневались в моем величии. Интересное отклонение от нормы. У женщины полимерная передозировка. Так бывает, когда мозг человека подключают к информационному массиву. Умерла она явно от этого. Теперь, хоть и ненадолго, всевидица осознает себя частью комплекса ВДНХ. У нее есть доступ ко всем компьютерам, камерам, терминалам. Часть комплекса? И ко всему есть доступ. Всевидица, говоришь? Докажешь? Мне нет нужды доказывать тебе свою мощь, смертный. Но ради забавы я могу это сделать. Что ты хочешь? Чтобы я рассказала тебе о твоем потерянном прошлом? Или о добрых духах, что оберегают тебя бесконечным немым плачем? Что толку, если ты не видишь, что происходит у тебя под носом? Сложно ты излагаешь. Давай попроще. Дверку мне открой. Можешь? Я? Я могу открыть все двери. В прошлом и будущем. Узри. Распахнитесь! Распахнитесь! Начитаются всякого в своих архивах, а потом с ума сходят. Хочу отметить вашу находчивость. Весьма ловко и нестандартно. Ага, сам горжусь. А ведь полезная была баба. Как же она тут на ВДНХ узнала про меня и мое задание в Вавилове? Интересное наблюдение, товарищ майор. И хороший вопрос. Понятия не имею. Вот так вот. Ну, мне, кстати, пока направляет... в другое место. Может, я пока еще рано сюда пришел. Все двери она открыла. Что-то не все, нифига. Так, ну вон там лестница, я сейчас спущусь. И думаю, можно будет туда идти. Ну, сука, бегает, там уже ищет меня. Надо его отсюда шлепнуть. Ну какой? Он медиум, что ли? Щит вырубил. Вы в натуре ебанулись? Вот и все. Да, телекинез, конечно, тема. Как дела? Все. Это что-то какой-то слабенький оказался. Он со всеми разобрался, а потом кач начинается. Так я уже все сделал. Так, ну ладно, теперь иду туда. Поехал работать. Пылесосить. Так, а рука где? А, вон. Что-то валяется. То есть мне надо здесь ее всю собрать. Поехали. Вот и все. Всем привет. А вот и лиса пришла. Здравствуйте. Вот и все. Вот она, непреодолимая преграда перед майором. Выпрыгнуть из бассейна. А тут все. Невидимая стена правосудия. Здравствуйте. Новый цикл сканирования. Хай, леди. Ж. Чего?
Жесть? Просто отлично. И где А, теперь же. искать? Но я Чиксинка. скоро домой помчусь, как лось. Усатые извращенцы утащили ее куда-нибудь в технические помещения. Hi Уже ladies and спешу. hi Zyables, and baby ladies and baby Zyables, hi. Здравствуйте. Здравствуйте. Завтра день сокращенный или как обычно? Это что такое? Вот просто. Обсуждал, ну, эта часть стрима не сохранилась. Я сегодня подрубал днем на часок. Меня свет вырубили. Вот. Не люблю я вот такие записки бестолковые. Понятное дело, что они должны быть. Это вроде как показывает такую, типа, обычность. Вот. Вот, пожалуйста. Не читаешь, ну, вообще бестолковые. Я сходил в туалет, потом покушал. Вечером ничего интересного. Ну вот, вся записка. И что читал, что не читал. Красиво здесь было, пока всех не убили. Крайне прискорбное зрелище. Если будут какие-то вопросы, задавайте. Пчела. Какой-то вот то ли весь город, то ли часть города. О, как. Вот это серьезная машина. Хотя это тоже. Но это летающий какой-то. Ух ты. Такого еще не видел. Тупо робокоп. Жалко его запустить нельзя. Да уй его знает. Не знаю. Выходной ПО среди недели. Овна какой-то. Ну. Ой, я вот эти загадки не люблю. Хоть и получается их решать. Но... Так, сколько мне надо... А, вот она должна так стоять. Хорошо. Уи! То есть надо как-то оказаться, чтобы они обе были здесь, и при этом... О, вот, я это имел в виду. Типа обе здесь, но при этом красная должна быть впереди. Что, профессионал? Профессиональный хакер. Так, а там что? Ух ты.
меня как раз этот пистолет против органики. О, что за вонь от тебя? Вот и все. Мастер телекинеза. Мир в страдании. Здрасте. Так, вот этот живой остался. Интересный кораблик. Надо вот в океанариум как-нибудь сходить. У меня вот в городе нет океанариума. Наверное, интересно, когда вот так смотришь, какая-нибудь рыбина проплывает. Вот это ее маленькая модель. Ну, это какая-то подлодка круизная. Ого. Вот, пожалуйста. Вот почему-то здесь мультик идет, а в сейф-зоне нет. Почему-то. О, Ганджубасик покуривает. Понятненько, понятненько. Так, ладно. Идем дальше. Тупо некроморф. Хорошего стрима. Это кто? Спасибо. Ну что, вы уходите уже? А чё серии такие урезанные? Да не, мне кажется, можно дольше посмотреть. Там же вон она идет до сих пор. То есть вот. Я думаю, тут целую серию можно посмотреть. Там они что-то отрывками. Это что-то новенькое. Здесь потребуется проявить пространственное мышление. Не потребуется, а придется. Поражают меня эти ваши замки. Вот видите, на этом телеке нет ничего. Так, я там запрыгнуть не могу. Крас, скажи, почему нельзя было поставить везде замки попроще и понадежнее? Например, коду. Подозреваю потому, что в таком случае через них смог бы пройти тот, кто взломал код. А так через них может пройти тот, кто осилил головолом. То есть вообще. Так, эта дверь не открывается. То за вебку, плюс в чат. Ну, заметил. Плюс-минус.
Так, плюс и плюс-минус. Ну, что-то как-то непонятно пока что. Тра-т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 а, тра-та-та-та-та-та-та-та. Автомат сложно выбирать, он походу на 9 вообще. Минус плюс. А как выглядят особые нейроконнекторы, которые получили ученые из когорты академика Сеченова? Я такое не Плюс, приемлю. плюс, Я не приемлю плюсы и минусы. Это что такое? Как я это Питера должен Гамма? расценивать? А где тогда бета? Или это и есть пустышки? Пустышки действительно маркируются литерой бета. Но первоначально бета-коннекторы были настоящими. Чё-то я не понял. Можно поподробнее? Самые первые экспериментальные прототипы нейроконнекторов с особыми полномочиями именовались бета-коннекторами. Их было всего 2. Академик Сеченов выполнил их в виде колец. И что с ними стало? После необходимых экспериментов Сеченов вывел данные кольца из списка Что особых лучше, нейроконнекторов. плюс-минус Для или ученых были минус-плюс? изготовлены доработанные гамма-модели в виде браслетов, думаю, согласно численности научных оборотов. конкретное. То есть браслетов гамма-коннекторов всего 7? Всем привет. Вавилов, Королев, Курчатов, Лебедев, Павлов, Филимоненко и Челомей? Совершенно. Такс. Сколько там? Ну, через полчасика бокс. Засекайте. О, Антон стримит. Да и до этого я был. Ура, Антошка в кадре. Кто этот Антошка? Антошка это дурачок какой-то. Я Антон. Так, что-то я прокрутил бесконечно и ничего не поменялось. Так, офис. Дурачок это Антошенька, а Антошка это другое. Да. Так, вот тут окно есть. Что-то оно пока непонятно. Ладно, я сначала вот сюда сбегаю. Поддерживаю снайпера. Ну ладно. Тут есть окно, в него надо выходить. Да нет. Ну, мне кажется, да, вот это офисное, скорее всего. Вот это офисное. Ладно, я сейчас попробую. Может быть, как-то снизу, что ли? Попробуй теперь первую комнату перевернуть. Первую? А, смотри. Да, и правда. Я уже месяца 2 живу без солнца. Еще немного, и я сам выйду в окно. А, витаминки надо брать. Витаминки D. Что-нибудь, чтобы давали. У меня та же самая история. Довольно темновато. Так, ладно, сейчас подождите. Хоть и сохранение пробилось, я хочу вниз спуститься. Мне кажется, там что-то интересное. Жаль, зима заканчивается.
Ну, пора бы уже, как бы. Тоже чуть-чуть подустал. Так, эта комната бесполезная. И чё толку от нее? А, ну вот сундук. Ну такое, конечно. Я думал, что-то более интересное будет. Но эта комната Это типа, если упал, Ну то да, можно подняться. Да, я тоже хотел сейчас сказать, что эта комната чисто для падения. Что если упадешь, то можно будет забраться. Понятно. Привет, чубрики. А я только рад, что заканчивается. Снег уже достал. Не, я люблю снежные зимы, но эта зима не про это. Эта зима какая-то дресня сплошная. То все потает, то гололед. То все потает, то гололед. Мне такие зимы не нравятся. Если уж и выбирать, то лучше тогда, правда, пусть уж весна наступает, чем вот эта дресня под ногами. Эх, где мои минус 30? Вот! Он толкнул меня. А! Они закрылись! Меня окучили! Ой! Да где у тебя кнопка, падла? У нас постоянно какое-то месёво под ногами. Они не умерли. Я только начал. Это мини-боссы. Ну, падла. Мини-боссы были. Так, а тут что? Просто комната ради комнаты? Ну ладно. Так. Перезарядка. Мгм. Релойдинг. Хорошо, хорошо. О, свиньи золотые. Нормально. Золото, золото, золото. Разрыв шаблонов. Пока не особо понятно. Буду смотреть разные вариации. Так, ну вот рубильник. Я с ним ничего сделать не могу. Полярность почему-то не меняется. Батарейка сломана. Так, вот. Труба, видите? То есть, по идее, она должна быть... как-то так повернута, чтобы я мог по ней забраться. Наверное, вот эта вариация.
что сказать, профессионал. И труба где надо. Ну все, ребята. Это стрим не про затупков, понятно? Мне вот кто-то писал в Дзене, что вот все эти стримеры не могут решать головоломки, тупят. Не могу на это смотреть. Вот, вы попали на стримера, который щелкает их как орешки. Ага, истина где-то рядом. Таких железок мне еще не попадалось. О! Да что ты говоришь? А я почему не такой? Неубиваемый. Охренеть. Вот это да. Еще один. Но с них хорошо ресурсов насыпает. Вот проводник, там все дела. Так, нога есть. Храс. Я у Дмитрия Сергеевича не видел на руках никаких браслетов. То есть его альфа-коннектор выглядит как-то иначе? Совершенно верно. Альфа-коннектор уникален. Его форма и местонахождение являются самой важной тайной академика Сеченова. То есть альфа-коннектор должен хорошо охраняться. Этим занимается отряд Аргентум? Нет. Доверять в этом вопросе живым людям было бы слишком рискованно. Охраной коннектора занимаются личные телохранительницы Сеченова. Близняшки-балерины? Люблю смотреть, как они двигаются. Такая элегантная походка у них. Что-то они мне напоминают. Вот как? Можете сказать, что именно, товарищ майор? Что-то хорошее. Черт, ни хрена. Да открывайся ты быстрее, времени нет. Так, ну и чё, я только ногу нашел. И нога. Ну и технологии, конечно. Самовосстановление. Это всего лишь нога. Так, что там по времени? 43 минут. Ну еще 20 есть. Я думаю, еще одну деталь найдем. И пойдем немного побоксируем. Знаете, я тут узнал, что про одного боксера, Рокки Марчиано, который тоже из Массачусетса, как и я. У него 49 побед, 0 поражений, 43 из них и нокаутом. Пушка. Чего вы разлетались тут, я не пойму. Там Массачусетс. О, какой! Не знаю таких. Хватит тут летать. Так, опять это жижа органистая. Новый цикл сканирования. Модуль, конечность, рука, правая. Обнаружен. Местонахождение, этаж Вавилов. Передача затруднена. Данных нет. Что мешает локализации местоположения модуля на этот? К сожалению, здесь я не помогу. На этаже Вавилов сигнал заглушен. Помехой может служить либо экранированная зона, либо находящийся рядом большой длинный аппарат. Большой длинный аппарат настораживает. Обалдеть, 2 уровня защиты, прикиньте, пришлось ломать. Так, у кого тут длинный Да, аппарат? Тут действительно есть очень большой объект. И много, сука, маленьких. Так
Так. Ремонтировать. Что тут? Что? Вопросы какие-то, что ли? Это что, детская игрушка? Это логический ключ. Интересная забава. Для чего она? Судя по всему, для запуска некоего процесса. Вообще в обычной змейке можно было через экран ходить. В этой змейке нельзя. Ай, блин. У нее есть небольшая задержка просто. О, нифига себе. Быстрее двигаться начинает. Отлично. Твою мать! Храс, это вот этот процесс я только что запустил. Идите! Куда? Ты что делаешь? Твою душу! Это моя змейка. Сучёныш железный напугал до нервных колик. Это было близко. Так, ладно, рука у меня. Право и есть. Пошли искать остальных. По одному. Хуяндук. Ах ты выжил. Вы чё душите-то? Я дробовик достаю. Довели меня, мне аж дробовик пришлось достать. Так, тут компьютер лежит. Ну, точнее, не лежит, он стоит. Так, а где? Вон там выход. Раз. А почему шеф изъял из употребления настоящий бета-коннектор? Их изготовили с ошибкой? Не совсем. Дело в том, что изначально мы, то есть академик Сеченов, не был уверен в том, что особые полномочия внутри коллектива вообще нужны. Шеф хотел всеобщего равенства. Тут есть 31-й патрон в АК. В смысле? Академик Сеченов хотел равенства для всех. Это не 30, чё? существовало с самого начала. Охренеть. Может, Дмитрий Сергеевич не планировал наделять свой коннектор особыми полномочиями. Должен же кто-то запустить коллектив в самом начале. Нифига себе они душат. Вы что тут устроили?
Но это же альтернативная реальность. Никто не говорил, что будет так. А как ты попал по мне? Гадость какая, душит меня. Это же не настоящий АК. Ой, в лестнице застрял. А в СССР были роботы? Что дальше можно еще спрашивать? Вот у них 31-й патрон в АК есть. Вообще, Да, у меня ж увеличенный автомат. Ну, есть. У меня магазин. Обычно в играх в АК вмещается всего 30 патронов. Ну, это То да. есть только один магазин игнорирует то, что в патронике тоже может быть патрон. Я не помню, прокачивал я увеличенный магазин или нет. Поэтому я не могу сказать. Может быть, я просто увеличенный магазин прокачал. Ой, я браузер закрыл, да? Хреново. Ну ладно. Не походит на увеличенный магазин. Наверное, да, просто так здесь заведено. Я помню, в демке эти пылесосы ездили. Новый цикл сканирования. Модуль конечность. Почему-то в некоторых играх во все оружие помещается один магазин, и патрон в патроннике почему-то не считается. Фу, это ужасно. Она Выжила? О, мамочки, это красный полимер. Гадость. И что это значит? Простите, дорогой товарищ. Это все данные, которые мне доступны. Надеюсь, я вам помогла. Выберите желаемое действие. Так, что тут у меня? 350 очков на барабане. Массовый телекинез тогда. — 210, прям чуть-чуть не хватает. Доступ разрешен. Так. Даешь бокс. Ну да, сейчас. Давайте я этот попробую. Реверсивный выстрел. 54 минуты. Я успею левую руку эту найти. О, максимальный урон по роботам. Вот это мне надо. Еще целых 5 минут. Ну да. Видите, я ж пунктуальный. Да, уменьшенная отдача, пофиг на нее вообще.
Уменьшает урон по слабым точкам. Ну, автоматический режим стрельбы мне не так нужен. О, урон по органике, отлично. Это то, что надо. Так, автосортировка. В принципе, у меня Калашников закончился. Пока что. Возьму вот эту пушку. Заодно улучшу ее. Она против роботов хорошо действует. Да. Что там, все нормально? Доступ разрешен. Чуть не пойму смысл. Ну да, получается. Замок. Почему я не удивлен? Все, сейчас профессионал взломает эту штуку. Вот эти два должны быть рядом. И синий должен быть впереди. Вот так. О, ну видите, мастер, мастер. Там ящик стоял, тут ящик стоит. Это система кита. Блин, прикольно. Вот так он изнутри выглядит. Так, я только проснулся, и у меня гениальная идея выставки. Точнее, не выставки, а небольшого, скажем так, аттракциона. Вообразите, гости заходят в темную комнату, берут щебетарь, надевают наушники и слышат что-то вроде... Так, Терешкова, зачитай. Представьте себе, что вы находитесь в чистом Рапанется поле. сейчас. Вокруг, вдали, бескрайний лес, от горизонта до горизонта. Неподалеку журчит вода, и вы слышите птиц и собак. Стоп, запись. Жизнь этого кита перенесена в полимерную форму благодаря таланту советских ученых. Мимикрическая адаптация полимеров стала возможной только благодаря этим невероятным животным. Теперь полимеры могут адаптироваться. И тут ящик. Это вообще бред какой-то. Наверху ящик стоит, тут ящик стоит. Я что, каждую секунду хочу оружие это другое или что? Ой. А что это? Это еще что за дрянь в колбах? Осторожно, это изделие плющ. Оно крайне опасно. Я уже видел эту дрянь раньше. И оторванная рука, конечно же, находится именно у него. Почему она просто не может лежать где-нибудь? Это Red Boss.
Ай его! О! Редкостная блевотня. Дистанцию держи. Что-то пистолет как-то слабенько. Дистанцию держи. У меня пистолет против органики, он ни хрена не помогает. Так, ладно. У меня есть дробовик. Он с огненным зарядом. Может, босс слишком жирный? А кровь есть кровь, да? Ну, может и так. Опять он за свое. Луки и топор. У меня топора нету. У меня только это, рукопашка. Кувалда. Попробую. Не помогает. О, ну, в целом нормально. Да, кувалда ничего-то. Через текстуры бьет. Негодяй. У меня аптеки кончились. Я не успел поднять его в воздух. А я застрял! Сука, сожрал меня! Сожрал меня, тварь! У меня рывок всего один. Надо, может, прокачать, чтобы хотя бы 2 было. Что-то Ну, мой ёлы-палы. Что-то мой пистолет как-то это. Осторожно, это изделие плющ. Оно крайне опасно. Я уже видел эту дрянь раньше. И оторванная рука, конечно же, находится именно у него. Почему она просто не может лежать где-нибудь? Надо лучше следить за его атаками. Ай, ну вот это, блин, вот эта атака, чем противная, она хоть здоровье не отнимает, но так долго вырываться приходится. 3 раза кнопки угадай, потом клацай. Мерзость.
Сутулая притом. Пистолет вроде против органики, но ни хрена. И у ворот у меня всего один, а бьет он 3 раза. Мерещи! Надо эту пушку попробовать. О, нет, только не вот это вот. Кто это придумал? Ну зачем? Ладно, один раз бы он это делал, но он это постоянно делает. Короче, пила только. Он ни разу не попала. Достал меня, а? Нет, я застрял. Я застрял в текстуре, так нечестно. Я застрял в текстуре. Нечестно ловить, когда я в текстуре застреваю. Бокс накрылся. Да кто знал, что дуркота такая? Лучше уж пистолет. Медленно, но уверенно. А кровь есть кровь, да? Говна плющ, блин. Поймал. Я думал, я увернулся. Помогите! Я слишком хорошо иду, чтобы сейчас проиграть. Нет!
Килок больше нет. По сути, надо просто уворачиваться. Больше всего ему левитация урона наносит. Отлично. Не отлично. Не отлично. Охренеть. Он чуть меня не прикончил, скотина полимерная. Надеюсь, из второй колбы другой такой же уродец не вылезет? Согласно моим данным, вторая колба надежно заперта. Пивка для рывка. Гадость какая. Рывка для пивка. Тоже хорошо. Да. Я не понимаю, почему пистолет так плохо сработал. товарищ майор? Государственная комиссия на подлете. Я внутри. Ищу способ запустить режим учений. Выполнение задания осложнено обилием противников. Еще вопросы? Ищите способ быстрее. Не подведите академика. Почему никто не работает? Ладно, давайте тут тогда я остановлюсь. Я как раз тут сохранился. Так. И поиграем немного в бокс. Сейчас я это описание поменяю. Подлагивает все равно джойстик периодично. Ну, конечно, не так часто. Но подлагивает. Ничего пока с этим сделать не могу. Так, надо не забыть, что там 4-я часть будет. Так, что тут у нас? То я временно не мог смотреть в чат по зрителям. Угу. Так, ну запускай потихоньку. Так, запускаю.
Эх, сейчас бы с читерами побоксировать бы. Вот, Рокки Марчано, между прочим, из Массачусетса. Видите, Броктон МА, это Массачусетс. 49 вин, 43 нокаута, 0 лузес, 0 дро. То есть у него ничьи не было. Никнейм Скала. Вот. Ну или Гора. Ну вот, видите. Если бы я был боксером, я бы выглядел так. Ну, про поиск врага можно забыть, потому что мне будут подбирать оппонента очень Там долго. Массачусетс круче. Так кто это вообще? Какой там Массачусетс? Ебани Бриджес. О, нормально. Ой, лагучая локация, конечно. 16-2. Ну, профессионал за рулем. 16-2. После встречи со мной будет 16-3 у него. Usually you don't need a weather report for a boxing match, but we certainly do today as we fight under... We're expecting an all-out offensive display. He just misses with that jab. Ну, нормально такой. Showing exceptional chins, by the way. Для такого здоровяка слишком Привет. хорошо. Удачного бокса. Спасибо. А кто это? Я сейчас в Атомик играл. Почти дособирал Терешкову, там босс был. Победил его. Кровосос какой-то. Ну, правда, не с первого раза, он меня разочек замочил. Тайсона Фури надо по пузу бить. У него башка каменная. Misses with that jab. He just misses with that big right hand. Поддержал, убежал. Спасибо. Very close round with 10 seconds to go. Дела, да. У него руки запутались. На тебе по пузению. Не, ему надо по пузу бить. Он пока выглядит свеженьким. Посмотрим. Пока свеженький. Но я тоже не промах. Хорошо двигается. В целом. В боксе надо двигаться.
to punch your opponent before Будешь he стоять gets на his месте, fist тебя back. и забьют. Todd, I understand what you're saying, but you've got to be on this. You've got to be on it. You've got to be a pro. You've got to think right. Хотя будешь двигаться, тебя тоже и забьют. Ну тут, короче, надо балансировать между этими двумя состояниями. Through the hook, didn't land. Эх, просто рука не достала. Меня это глушанули. Но это флеш-нокаут, это нормально, это не читерство. Такое бывает. Такое может быть. Минуту тогда восстанавливаемся. Он кровь почувствовал. Сейчас будет ошибаться. Final 10 seconds here. It's probably a round you'd rather forget. Бешеный, блин. These two fighters promised us great action. They didn't give it to us in that round. I know those rounds. You know what? We'll get excited. We want it straight away. But these fighters know what plan they've got to work to. On to the third. He lands a big right hand. Я сейчас стал читать, что у боксеров сильнее всего. Вот у данного, допустим, у Рокки, у него хуки, поэтому основные такие удары будут именно хуки. Понятное дело, постоянно их выкидывать не получится, но я буду стараться их именно вплетать грамотно так. Decide to exchange bombs early or decide to box a little bit. I've seen it so many times. One punch changes everything. I've seen guys winning hands down. They decide to showboat and show off them. Bam! It's over. So they've got to stay sharp. One punch changes everything. Some nice exchanges from both men in this round. Он зовет меня зарубиться. And he misses with that jab. He got out of the way of that right hook. You hear people talk about a boxer's chin. Do they have a good chin? Do they have a glass chin? Despite what the judges' scorecards read, there are no losers in this one. Вот этот Тайсон, конечно, всегда с ним проблема. В башку вообще ему не попадаешь, этому Тайсону. Он вот такая шпала, назад отодвинется и все. Так, пока по очкам ведет. Ничего, очки это цифры, правильно? Какая разница, сколько очков, когда он не доживет до 12-го? Это все цифры. Это ничто. Нормально, 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 надо подышать. Both know
Хоть она показывает, что ему типа нормально, на самом деле ему очень неприятно. Forget tactics. They know the second they touch you, it's done. That's where the confidence comes from. Nice exchanges from both men in this round. Nope, that jab not going to score. Cannot throw out a lazy jab in this fight. You'll get knocked out. He didn't take that jab well at all. Вот это было неприятно. This round could go either way. 10 seconds to go. Руки длинные, и башка у него непонятно где находится. Буду что-нибудь придумывать. Я думаю, с ним надо все-таки на ближней дистанции рубиться. Так не будет использована его пушечная сила рук. Ну и дальность. Он не может хорошо удары наносить на такой дистанции. Видите? Он немножко стал теряться. Три удара просто. Куда? Я не знаю. По такой дуре промахнуться, это я не знаю. Постараться надо. This round's still up for grabs with just 10 seconds to go. Я не знаю, как я бывает промахиваюсь. Это что-то магическое, наверное. По такой шапке промахиваться. Ну как? Ты чё? Куда твои хуки летят? Соберись. Рокки, соберись. Массачусетс болеет за тебя. How much confidence do you build when your opponents hit you with their best shot and you walk right through? Work the body, frustrate them, take the mind off the chin, take the mind off protecting everything around that. Work the body, use tactics. Sometimes it's so hard to actually outbox the fight and beat them on points. Вот это было хорошо. Это было хорошо. Там Массачусетс тоже. Да. Но это выдуманный город, нет такого города. Как они это делают, эти флеш-нокауты? У меня, конечно, такое бывает, но, блин, так редко. Как они это делают? Попал в живот и все.
Может, это как-то связано с этим режимом. Я его пока выключу. Свободная стойка. Мне кажется, из-за нее дело. Jab misses. Looks like he's going to survive the round here, but just barely. Массачусетс, ты слабоват. Нормально, все. Я играю с легендой. Это Тайсон Фури, между прочим. Второй в дивизионе. Перед ним только Мухаммед Али. Легенда бокса, ё-моё. Конечно, на легенде бокса. Но я тоже легенда бокса. Но по параметрам он лучше. Ну и сами видите. Здоровые руки. И сам по себе здоровый. Что до него половина ударов не долетает. И не сказать, что он двигается, знаете, медленно. Не, я-то, конечно, его сейчас это... На кукане. Это вопрос времени. Ему просто повезло, он меня 2 раза в этот случайный нокаут отправил. Везение заканчивается. На одном везении здесь не выйдешь. Вот это очень хорошо было. Хоть он и не показал, это для него очень больно было. Вали лысого из Бразерс. Это было для него очень больно. Ну, если он не читер, конечно. Решать. А, меня пошатнули. Меня пошатнули. Меня пошатнули. Интересно. Вот это уже интересно. То есть я ему напихал, а пошатнули меня с одного удара. Вот это интересно. Это уже попахивает на читерство. Ну ладно. Потом пересмотрю. Может быть, я за выносливостью не проследил. This is certainly an aggressive fighter, but that doesn't always mean success. How many times have you seen a fighter chase a superior athlete around the ring and just get picked apart, even though they were the one pushing the tempo? I've seen some aggressive fighters. They can terrorize the life out of you before they've even thrown a shot. The strength they have, the speed they have, and that knockout punch, they want to punch through you. They don't want to punch you. They want to punch straight through you. So you've got to be careful. Then step back for just a moment. Some nice exchanges from both men in this round. Can't find a home in that jab. He caught him with a left hook. Если он не читер, он должен скоро упасть. Хуки разрушительные. Midway through the fight, if you are tired, this can be the loneliest place in the world. If you cheated, now we're gonna find out. Very close round with 10 seconds to go. Я ему очень хорошо в голову напихиваю. Даже если он сейчас так показывает, что все замечательно,
здоровье у него просаживается. К 12-му раунду от головы уже ничего не останется у него. Я его завалю. Ну, либо он читер, и ему пофиг, что я ему в голову бью. Как бы. Два варианта. Tried to score with a jab. One of the best attributes to have in boxing has nothing to do with boxing. It's how well you can take a punch to the face. The problem with having a chin that everybody knows if they hit you, you're hurt, you're gone. You've got to protect that, but you've also got to get your shots off. And they forget, you can bang too. Ну, жесткая рубка у нас с ним. Back and forth they go. Neither fighter willing to back down. His jab just got blocked. He just missed with that big right hand. Чё, как почка? Наверное, спасибо не говорит, да? You're a power puncher. You're not as concerned with how many punches you throw. It's about how many you land and how hard they are. Sometimes you know the scorecards are going to be all over the place in this one. Чё ж ты бегаешь, а? Чё? Уже голова не такая крепкая, да? Все, ребята, видите? Руками дрыгает, уже все, ручки у него дрыгаются. Все, башки нету у него. Иди сюда, я тебя закончу. Иди сюда, сыкло. Сколько ты бегать будешь от меня, а? How much confidence do you build when your opponents hit you with their best shot and you walk right through it? This is when you get in the ring feeling like you're King Kong because you know you've got a chin that is not going to get dented. Can they figure out the combination to this safe? Oh, and he caught him with a stiff jab. Ох, пушку заряжал слишком долго. Быстрее ударил. Just misses. One of these fighters is starting to run out of gas. What do you do as a fighter when you just don't have the energy? What can they change? Can they slow the pace down? Can they hope to knock them out early? What can they do? They've got to concentrate and relax. Because you know what you can do in the gym, you can do it in the fight. They've got to relax. Despite what the judges' scorecards read, there are no losers in this one. This fight is closer than... Там головы нету, все, ребят. He's going to be the first one to get rocked. Scores with that right hand. That hook doesn't score. Голову часто опускает, надо апперкоты делать. This
This fighter's certainly not going to outthrow their opponent by any means, but they will, when they hit, be a lot harder. It's the one who draws first blood, Todd. That's what you've got to look at. If you hit and you know you're in there with a banger, you've got to be on it, but you've got to be confident. Насечка. And they figure out the combination to this safe. The right hook just missed. Get out of the way of that left hand. You've got someone with the hand speed that this fighter possesses. How do you deal with it? So you're getting in there with someone that's so fast, you're prepared to take a licking because you've got to get some before you get in close. Round still up for grabs with just 10 seconds to go. Усиленный прямой и 2 хука на 12-м раунде. Башка просто непробиваемая. Сейчас опять скажете, ноете, что читер. Ну я не знаю, но я просто не понимаю, как можно до 12-го раунда дожить, когда тебе так по башке лупят. Я-то вот голову защищаю, и то у меня там сечка, там здоровье. Я не понимаю. Ну и счет 16-2, конечно. Другому кому-нибудь рассказываю, что ты такой уникум. Как минимум, просто даже читеру можно проиграть, такому же, как ты. Вот он, наверное, 2 раза и проиграл. Три хука в 12-м раунде. Это пипец. Просто. Ну это невозможно. Нет. 3 хука в 12-м раунде. Ну ты подыхать будешь? Я ему еще 2 напихал. Он не падает, ребята, он не падает. Ну, конечно, он выиграл. Вопросы какие тут. Блин, я не знаю. Ну, сумасшедшие удары. Я играю за Рокки Марчиано, блин. У него хук. Это просто пушка. А в данном случае как будто колотушка. Выходи биться. Да, давай поиграем. Ну, это вообще... Ну, что думаешь? Я не знаю. Хотя, смотрите, я ему сильно бошку пробил. Наверное, все-таки он честно играл. Голова у него сильно отбита с левой стороны. Но, блин, не падает. Я только зашел, не видел. Да не, скорее всего, честно было. Но по здоровью видно, что голова у него действительно отлетела. Но не дожал я его. Сейчас отправлю код в Twitch. Я пропустил, кто выиграл. Он победил. 37 КВН8У.
Он победил. Но я не упал. Если раньше бы я от такого упал, я 37 КВН. Я совершенствуюсь. Но я когда такое вижу, я не знаю. То есть я играю против Undisputed ботов. Идеальный пинг. О, страха нет, я же с тобой играл уже. Ну, поехали. Что-то я сам себе в профиль. Эх, ты уронил честь Тамбасачусетса. Я не уронил честь как раз таки, я дрался до конца. Я не упал. А когда падал, я вставал. Вот так вот. Честь была не посранена. Я дрался до конца, как воин. Как и настоящий боксер. Не, ну этого сейчас страха нет, я его сейчас отмудохаю. Кто это? 228 на 142. Да что это за счет? Вот у меня счет. Сейчас я его по-быстренькому тут. Двоечками его. Такие отмазки не прокатывают. Welcome into the WBC arena. We've been waiting a long time. He is Rocky Marciano. This bout is... These two have been going at... Сейчас я покажу, как вот не с читерами происходит битва со мной. And he misses with that jab. Подышать. You're not going to see a lot of finesse and skills from this guy. He wants to bury his forehead in your chest and pound away. You find the Swami, you've got to protect everything. The body with the elbows, the head with Рука the не arms. дотянулась. You've got to try and push them off balance because they will just stay in your face. Shape from both men in this round. Right punch. Подышать. Left shot lands. Keep an eye on this slugger. As you know, he's willing to take 3 to give 1. That's his game plan, and it's worked out pretty well for him so far. Sluggers will hit anything and everything. Your head, your ear, your elbow, your rib, your belly button. They are an Удар должен был быть хороший. You know the scorecards are going to be all over the place in this one. Вот это неприятно было в конце. This fight could not... Who's going to be the first one to get caught? Oh, and there he caught him with a stiff jab. He misses with that jab. Is all about distance for this man, and you can see he's using that length advantage. very smart, very sharp. This is the fit young man style that he's got to get inside that long reach. Not many fights can do that. Подышать. Through the hook, didn't land. Nice exchanges from both Это красиво было.
fails to score with that left hook. Ух, как его пошатнуло. Solid punch. Let's see if these two heavyweights decide to exchange bombs early or decide to box a little bit. Because they're so big, because they can punch, because they've got the weight behind them, they may not be connecting, but trust me, when they connect, that's when this fight sets on fire. A very competitive round with 10 seconds left. Я думаю, в этом раунде он сильно по здоровью просел. This one could go either way. Было пару таких Who's gonna be the first неприятных one to get ему. He just misses with that jab. Good right hand. Endurance is becoming a factor. You can see this fighter having a hard time getting out of the way of punches, and they're not throwing as many on their own. What can they change? Can they slow the pace down? Can they hook them to knock them out early? What can they do? They've got to concentrate and relax. Because you know what you can do in the gym, you can do it in the fight. They've got to relax. Back and forth they go. Neither fighter willing to back down. And this with that jab. They have no Кто respect по for пузику-то each other's бьет? power. Судья. Он по пузику бьет. And he just missed with that left jab. There's no way this fighter can go punch for punch. Their resistance to these blows just isn't the same. Very close round with 10 seconds to go. По пузику бьет. Each one of these athletes is going to be the first to get rocked. He gets out of the way of that left hand. He takes that jab. Blocks that jab. This fighter's certainly not going to outthrow their opponent by any means, but they will, when they hit, be a lot harder. You've got to be courageous when you get in there with someone that's bigger, stronger, and faster. You've just got to use brain. Nice exchanges from both men in this round. How did he absorb that hook? He misses with that jab. Can't land the jab there. You hear a very competitive round with 10 seconds left.
This fight is closer than 2 pages and a Потом, когда бой закончится, скажи, сколько у тебя в процентах выносливости и это здоровье осталось. Просто интересно. that one will count. Misses with the jab. Endurance is becoming a factor. You can see this fighter having a hard time getting out of the way of punches, and they're not throwing as many on their own. And we've got two fighters that are absolutely shattered. What gets you through? Willpower. Calm, because if you panic, you get desperate. If you get desperate, you make mistakes. If you make mistakes, you get knocked out. Nice exchanges from both men in this round. Swing and a miss with that hook. Jab misses. Nice shot with the left. Energy and endurance are not an issue for this fighter who continues to be aggressive as the rounds wear on. I've seen some aggressive fighters like this, and they are a nightmare. If you are not... This round could go either way. 10 seconds to go. Бэм, по уху. I don't know which fighter is winning this bout. That was super tight. I dread being a judge. 5783 сейчас. У меня 36. Не знаю, может это из-за того, что я активную стойку не использую. Но я в активной стойке постоянно потом падаю. Hit him with the left jab. Swing and a miss with the right hook. He's got someone with the hand speed that this fighter possesses. How do you deal with it? When you've got a fast fighter, they will cut you to ribbons, and they know it's a matter of time before either you get desperate or the referee jumps in and saves you. This is a natural gift. We witnessing one of the all-time greats go down. These two are the perfect dance partners, and it appears they weathered the storm. How? I'm not sure. Слишком рано, брат. Вы же видите, опять я потерял равновесие именно в активной стойке. Не знаю, я не могу в активной стойке вообще не играть. Да. Ну, потихоньку. Отделаю. Ну, подходит потихоньку. And there's an uppercut, a big uppercut, and his knees buckled that time. Ну, в 5 я только встал, Left когда hook лежал. just missed. Угу. This round's still up for grabs with just 10 seconds to go. Тогда лучше использовать активную стойку. Потому что я пока не понял в игре, когда использовать активную стойку. Когда я использую активную стойку, меня просто все время шатают потом. То есть все доходит до того, что меня пошатывают. Мне активная стойка вообще не помогает.
this fighter's speed fool you. There's some method to the madness. These are precision shots, and they're coming at lightning speed. So you're getting in there with someone that's so fast, you're prepared to take a licking because you've got to get some before you get in close. Got out of the way of that right hook. Both men step back for just a moment. How much confidence do you build when your opponents hit you with their best shot and you walk right through? I've seen some fights with a granite chin. You can hit them with a sledgehammer, they are not going to move. But then I've seen some mad punchers with a chin like a crisp. As soon as you touch them, they're gone. И снова здравствуйте. Здравствуйте. Back and forth they go, neither fighter willing to back down. We're about to witness hit. Вот я и дома. Хорошо. Я думал, я пошатнул. Я начал бить, а это меня пошатнули. Надо разобраться с этой механикой активной стойки. Я ее не понимаю, когда использовать надо. Вообще. That seemed to be like a feel-out round. What do you think, Johnny? Let's see what's in front of you. Don't pressure them. Let them take it at their own pace. Но она для коротких атак. Ударил, отскочил. То есть постоянно ее включать-выключать надо. А пульс на что в игре влияет? Он просто так для показухи или что? Это хорошо было. Seen in the past in this fighter, they don't get concerned when they lose some of the earlier rounds because they know they've got that power that can strike at any moment. Sometimes when you get in there with someone that's so powerful, thinking, you've just got to be smarter than them. You've got to be like a little faggot or pickpocket. Some nice exchanges for both men in this round. Как день прошел? Ну, хорошо. Убил паука. Пришлось его вычислять, правда. Какое-то время бегал тут повсюду. Большой? Ну да. Тут какой-то определенный вид, я не знаю. У них очень длинные ноги. Пушка, может, не такая, но тоже средненькая. Так, я его пошатнул, ребята. Я его пошатнул. Наташа, наверное, от него на потолок запрыгнула. Да, ей плохо. Но она борется потихонечку. Она мне помогает. And we enter the night. Caught him with a left hook.
А че паука мознатого в руках держала? Ну, у всех по-разному. Прикольно так. Кто-то собак боится, а кто-то их гладит. Это не поддается какой-то логике. This can be so frustrating when you're under such a fast fighter can throw 3-4 shot combinations before you even let one up. That creates frustration, and that's when it gets hard. Nice exchanges from both men in this round. Right jab. Really stiff jab. Show us something. Меня пошатнули. О! Rocky Marciano is down. Для справедливости ради я тоже пошатнул. Oh, the round winding down now, and it's been another good one for him. Вот видите? То есть, когда человек не читер, к 10-му раунду его хотя бы разочек можно пошатнуть. Потому что здоровье заканчивается. А когда человек читер, он что, в первом раунде... Котенька. Похоже, когда передвигается их подушечки. Вот. Перкоты у него не очень. Endurance is becoming a factor. You can see this fighter having a hard time getting out of the way of punches, and they're not throwing as many on their own. Now this is about desire. This is about character. This is about want. Оперативный кот. Big left, but doesn't score with it. Someone tell these two that they can be defensive for a minute if they want to. Nice exchanges from both men in this round. Lucky that hook didn't score. Я случайно, кстати, 10 раундов поставил. Я не заметил. How much confidence do you build when your opponents hit you with their best shot and you walk right through it? Don't get trigger happy, because all of a sudden you're going to be gassing yourself out trying to get that shot, and that's when it catches. Oh, and he caught him with an uppercut. Very close round with 10 seconds to go. And that's it. Понятное дело, он победил. Сколько у тебя здоровья осталось и выносливости? Total change of styles to make sure they got it. Had every round in the bag. There was no argument, no discussion, no mistake. It was so obvious. Ем, а уже не посмотришь. Ну ты же приблизительно помнишь, допустим, в этом, перед началом 10-го, сколько у тебя было? Ну, здоровье на дне. Выносливости побольше, чем у тебя немного. Ну вот фиг его знает. Ну вряд ли прошлый был читером. Но все равно я считаю, что если ты человеку бошку отбиваешь 12 раундов, хотя бы разочек он пошатнуться должен. Потому что, ну...
Ты, кстати, не знаешь, как настроить ботов, чтобы они выглядели так же, Просто как... у нас регистрация адекватная была. Угу. Не знаешь, как ботов настроить так, чтобы они выглядели как реальные люди? Ну, то есть по здоровью. Ну, по здоровью, по силе. Как ползунки выставить, чтобы они были такими же параметрами, как в мультиплеере. Вот эти вот. Не знаешь, как выставить правильно? Чтоб Не играл с ботами особо. Даже не знаю. Я вам просто по-быстрому сейчас покажу, потому что стрим уже заканчивается. Вот Тайсон Фури, такой же, да? Сейчас я ему попробую... Вот я ему 2 хука сделал. Ну, это первый раунд, конечно, поэтому башка-то у него посвежее. Вот, 3 хука. Видите, что с его головой после 3 хуков? Как они в мультиплеере столько ударов по голове держат, я не знаю. То есть все. У него нет головы. Тогда пока. Хорошего фырфырного вечера. Спасибо. Хорошего настроения. Вот, все. Все, Тайсон Фури пошатнулся. Как они в мультиплеере от таких ударов не шатаются, я не знаю. То есть вот то же самое делаю. Это параметр точности, наверное. В онлайне его меньше сделали, видимо, чтобы нивелировать невидимые нокауты. Возможно. Не, ну я же вижу анимацию, что в голову пролетает. Я не знаю, то ли это пинг тогда, что мне визуально показывают, что ему в бошку пролетело, а по факту туда ничего не пролетело. То есть вот, все. Не знаю. Буду учиться. Если раньше экспертного бота я никогда не мог победить, то сейчас уже по решению бывает. Вот сегодня играл, по решению выиграл экспертного бота. У него повышенный урон двойной. Вот сколько я ему головы отнял за раз. Ну, не знаю. В общем, вот так вот. Мне кажется, конечно, тут параметры другие. Все. Но это не экспертный, конечно, это средний. Я смотрел турнир, там проводили на Твиче. Они выкручивали настройки дамага и стамины на 1,5. Так это я еще быстрее буду вырубать, если на 1,5 дамагу выставить. Так я не понял, это перед тем, как уже сейчас уже заканчиваю, это пульс на что-то влияет в игре? Он встал?
Обалдеть. Ну сколько, раза 4 уже упал? У меня еще что бывает хреново? У меня залипает блок. Вот этот Ходят shift... слухи, что при повышенном шанс нокаутировать выше, но точно никто не знает. Вот этот вот shift у меня залипает. И бывает, что мои атаки отменяются. Вот это очень неприятно. То есть я хочу какую-то комбо провести, а у меня бывает просто она залипает и отменяет мой удар. Неприятненько. У него, кстати, сечка открылась. А, не, а мне казалось сечка. Ну ладно, вот он, все. Буду тренироваться. Не знаю, вот испортили впечатление от рейтинга, потому что ты не знаешь, вот честно тебя человек победил или нечестно. Очень неприятно. С ботами вообще приятно удары проходят. Да, Было конечно. бы так в онлайне, и вообще вопросов не возникало бы к игре. Да, вообще по наливному с ботами. Ну не знаю, я ему вот за сколько раундов? 4 раунда я ему башки отбил больше, чем в мультиплеере. Не знаю, там какие-то параметры другие по-любому стоят. Поэтому ты с ботами тренируешься, у тебя по одному выстраивается геймплей, что ты думаешь, что, ну, если равнять, как ты с ботами бы дрался, что ты его должен повалить. А по факту параметры другие, и из-за этого ты-то думаешь, что ты его сейчас уже повалишь, а по факту там даже половина здоровья ты не отнял. А ты такой думаешь, блин, ну почему он не падает? Я уже 5 хуков сделал, с ботом бы он уже упал. А правильно, а здесь какие-то параметры другие, и 5 хуков сейчас уже не вырубают, получается. Вот так вот. Ну ладно, всем спасибо, кто смотрел. Хорошего вам вечера, настроения. До новых стримов. Пока.